Всех приветствую. Запишем обзор, прогноз на несколько криптовалют. Биткоин у нас, как всегда, в каждом прогнозе. Начинаем с него. Буквально недавно у нас биткоин обновил свой исторический максимум. Сейчас он чуть-чуть спустился ниже, но все еще на самых его высоких уровнях. И зашел в отмеченную мной зону, откуда я ожидал разворот. Сейчас посмотрим по структуре, что нам стоит ожидать сейчас от биткоина. Смотрите, изначально что я ожидал по структуре движения биткоина. Здесь была четверка, 1, 2, 3, 4 и наверх 5. 4 у нас в виде треугольника А, Б, С. И так как мы пробили здесь пик Б, здесь не может быть волны D. А это значит, что в лучшем случае вот здесь была волна D и небольшая волна Е. Это вполне может быть. Здесь было небольшое снижение, и такое допущение может быть, так как волна Е чаще всего либо перебивает треугольник, либо не добивает до грани треугольника. Так все вполне вписывается в данный сценарий. Здесь коснулись, здесь D практически коснулись, и Е немного не коснулись, развернувшись наверх. Получается, конечная точка завершения четвертой волны у нас находится вот на данных уровнях. А значит, это волна 1 в начавшейся волне 5. В волне в 5 в пятерке. Куда можно ожидать зону данной волны, расчетную зону данной волны. Вот здесь у нас находится расчетная зона. Вот она. Прямо-таки возле 70 тысяч. Достижение 70 тысяч очень даже вероятно по данному сценарию. Круглая цифра, от нее можем отбиться, она в зоне, которую мы только что построили. Но также есть еще один сценарий, который может нас отправить еще выше. Этот сценарий я оставляю как основной, так как он и был изначальным основным сценарием. Но существует и вот такой вариант, что вот отсюда четвертая волна была с перехаем. Была А, Б, С, Д и Е вот сюда. Каким-нибудь розовым отметим и очень толстым. А значит, четверка закончилась здесь, и отсюда, вот отсюда, начинается только пятерка в рамках вот этой волны. И вот она зона окончания, давайте тоже отметим розовым, вот она зона окончания вот этой пятой волны, если здесь был треугольник. Они совпадают, то есть, возможно, мы пробьем 70, даже дойдем куда-нибудь до 75, и это будет в рамках обоих сценариев нормальным, без растяжения, без ничего. Но не стоит забывать вот об этой зоне, которая была изначально. Она у нас в рамках первого сценария завершения пятой волны. Вот эта маленькая, это уточненная зона. То есть что у нас получается? У нас сейчас идет пятерка в пятерке, которая ожидается, что будет последней перед хорошей серьезной коррекцией. Пока все это выглядит так, и по индикаторам, и по объемам все это подтверждается. Рост еще возможен, но так как многие это все видят и могут просчитать, мы можем разворачиваться уже с данных уровней, так как здесь уже и диверы, и объемов нет, и зону мы достигли необходимую. Здесь торговать опасно, но то, что вижу, вам показал. Можем пойти и повыше, можем развернуться отсюда. Вот такие сценарии. То есть два сценария. Вот розовым цветом отметил, треугольник большой, и вот сюда, в эту зону. И до этого красным отметил. Давайте красным здесь и отметим тоже. Вот сюда. И как изначальный старый сценарий, не уточненная, а общая зона, вот она, куда мы уже пришли. Все понятно. По биткоину потенциал есть. Поехали дальше. Глянем Ripple. По Ripple пошли дальше. Дивер здесь не сломали, объемы также понижены, но идем наверх. О чем я говорил вчера. Откаты низкие не дают докупаться. Тот, кто зашел раньше, просто идет и подтягивает свою прибыль, выращивает ее, так сказать. Потому что обвал может быть в любой момент, слабость проявляется, и надо страховаться стопами. Куда это все может дойти? На более мелких таймфреймах смотреть не буду, так как мы с вами уже зашли ранее, и можно будет просто подтягивать стопы и докупаться на данных уровнях можно только на откатах. И то это очень рискованно. Зона коррекции опять подтягивается наверх. Она уже у нас вот в данных ценах находится. То есть если мы развернемся, ближайшая зона коррекции ожидаемая, вот она уже здесь. Все выше и выше подтягивается. Бесконечных безоткатных ростов у нас не бывает.
И даже если кажется, что Ripple будет расти, расти и расти вечно, ну, такого просто не может быть, он когда-нибудь откатится. Если бы я не был сейчас в позиции в Ripple, вот с данных уровней, сейчас где-то у меня стоп, где-то вот здесь вот, может чуть повыше, не помню, в терминале надо будет глянуть, я бы сюда не входил, а искал другие монеты, другие возможности. Пока прогноз вот такой. Есть слабость, ожидаем коррекцию на 4-ю волну, которой пока нет, и затем уже по окончанию коррекции можно будет искать какие-то возможности на вход. Еще посмотрим несколько монет, которые хотел разобрать вчера, но не было времени. Давайте посмотрим RIF. Это все из комментариев. Список монет. Старый прогноз. Так, по старому прогнозу у нас было 1-2 расчетная зона. Волны 3 мы ее достигли, даже перебили. Здесь у нас все отработало. Ожидалось снижение либо отсюда, либо от уровней повыше. Ну, от уровней повыше мы как раз таки из расчетной зоны сходили вниз. Что у нас сейчас по рифу? В принципе, как раз таки мы скорректировались и сходили в пятерку. Давайте посмотрим глобально, что у нас по данной монете. Рост на недельках, рост на дневках. Но здесь уже слабость проявляется. Вот уже и пониженные объемы. В принципе, та разметка, которая была, она до сих пор в силе. Давайте еще раз ее верну. 1, 2. Сейчас мы это дело промерим. Кажется, что вот такое у нас. Здесь повышенные объемы. Они начали снижаться как раз таки вот здесь, что значит, что подтверждает о начале коррекции. Так, все-таки остановлюсь вот на таком варианте. Что это у нас? Волна 1, 2. Здесь была 1, 2, 3, 4, 5. Здесь вот пятерка в тройке, предположительно, закончилась. Мы сейчас находимся в четверке. Завершилась ли она? Вполне возможно, что да. И риф может пойти наверх. Посмотрим по Fibonacci. У нас расчетная зона. Как раз таки мы в ней сейчас и торгуемся. И с этим все нормально. По структуре движения, если четверка у нас была без всяких осложнений, то она вполне могла быть как ABC. Отсюда у нас похоже движение на 1, 2. И можно ожидать волну 3, 4 и 5 далее. С расчетной зоной четверки мы уже определились, и здесь все нормально. Теперь нужно определиться, куда у нас, если все построено верно, ожидается пятерка. Пятерка у нас ожидается вот сюда. Давайте опустим вот сюда, так как предыдущие хаи это первый такой уровень, где может случиться разворот. И на данных уровнях уже стоит быть внимательным, если сюда приходит цена. Если брать в расчет, что здесь была волна 1, 2, то волна 3 в данной формации может завершиться как раз таки вот здесь. Вполне вероятно, мы как раз таки в предыдущие пики достигнем в рамках волны 3, затем будет 4, и уже потом посмотрим, куда пойдет 5. Пока первые цели это вот здесь, данные уровни ценовые. Естественно, если я бы входил в риф на данных уровнях, вполне нормальные уровни, чтобы зайти, один откат, здесь можно будет заходить и стоп вот за данные лои, за начало импульса. Я все это показываю, чтобы вы и на других графиках могли все это делать, куда ставить стоп элементарный. По рифу вот такой прогноз. Посмотрим Ontology. Так, старый наш прогноз. Мы пришли в расчетную зону, из которой ожидался разворот наверх в пятую волну. Мы получили этот разворот и достигли конца пятой волны. Сейчас с большей вероятностью мы получим коррекцию вниз. Пришли к уровню. Давайте я здесь все удалю. Все, у нас прогноз отыграл. Что у нас на масштабах? Здесь у нас уровень, здесь у нас уровень, и следующий уровень далеко. Смотреть его не буду. Так, на недельках. Ну вот мы в уровень ударились. Но здесь в лонги точно заходить это смысла нет. Прям в уровнях. Ну смотря, если вы торгуете какие-нибудь отбои, пробои, не знаю, тесты уровней, мало ли каких стратегий, это как раз таки ваша зона. Но я такое не торгую. Я торгую совсем другое. Ну, прошлая разволновка была актуальна. 1, 2. Здесь, вероятно, 3, 4 и 5. И после чего мы можем направиться вот сюда в коррекцию. Вполне вероятно, можем сюда сходить.
Так что Anthology не время для покупок. Я бы присмотрелся к другим монетам. И здесь у нас снижение объемов, но они по-прежнему высокие, так как это была волна импульсная. Получили здесь диверы. Судя по структуре, здесь 5 волн, а это значит импульс, и следовательно после откатов мы пойдем еще выше, если все верно. Но заходить бы я здесь не стал. По Anthology вот такой прогноз. Смотрим CFX. Так, здесь у нас тоже был уже прогноз ранее. Посмотрим, что здесь у нас отыграло или не отыграло. Так, волна 1, 2, волна 3 у нас вот сюда ожидалась, и она по-прежнему не пришла. Так, волна 4 у нас спустилась вниз. И велика вероятность, что мы еще не сходили в пятерку в рамках тройки. Пока так все это видно. Ну, здесь менять нечего. Здесь менять нечего. Если только расчетную зону еще раз проверить. Пока все в рамках прошлого прогноза. Расчетная зона немного снизилась и ожидается вот сюда. Ну, предыдущие пики, как всегда. Уже здесь можно наблюдать. Как раз здесь и нижняя грань расчетной зоны совпадает. Вот сюда может прийти тройка, после чего снова четверка, дальше пятерка. Можно будет уже обновлять. По данной монете все. Смотрим дальше. TRX Tron. Также у меня здесь прогноз был предыдущий. Пришли в расчетную зону. Все нормально. Отсюда развернулись и пошли наверх. Ну, здесь тоже нечего обновлять. Все как, в принципе, и планировалось. Из зоны получили заходной. На откате можно было брать со стопом за основание. Сейчас уже мы пошли наверх. Тот, кто зашел, подтягивает трейлинг стоп. И если все по-прежнему верно, то 3-4 расчетная зона волны вот здесь. Но не забываем об уровне предыдущего хая. Отсюда также можно уже быть на чеку, так сказать. Здесь также может все измениться. Так, пики у нас перетаскиваются наверх. Тихонько структура меняется. Но все это прогнозируемо. И пока у нас все в рамках прогноза идет. И здесь, если смотреть чисто так на глаз, на более мелкий таймфрейм спускаться не буду. Здесь просматривается 1, 2, 3, 4, 5. И вот такое движение вполне вероятно. По трону все. Посмотрим кава. Кава у нас также уже размечено все. Ну вот видите, тоже пришли в верхнюю грань канала. Расчетная зона для пятерки. Здесь диверы, снижение объема. И получили отбой от верхней границы канала, как и рисовали. Все нормально. Если здесь все у нас верно идет по-прежнему, то мы завершили импульс, после которого должен последовать откат. Откат у нас происходит вот в данную зону, которую мы уже вроде бы не зацепили. Нет, еще не зацепили, но уже близки. В принципе, даже если мы не зацепим, но здесь уже получим где-то заходной импульс, можно рассматривать лонги. Так как здесь проходит уровень середины канала, отсюда может отбой случиться наверх на дальнейшее пробитие канала наверх, и канал уже будет недействителен. Здесь стоит понаблюдать за заходным импульсом, возможно, пока его нет. По данной монете я бы ожидал что-то такое, и дальнейшее движение наверх там уже можно будет смотреть далее. Пока все по каве отыграло, и точки входа пока нет. EOS посмотрим по EOS. Так, 1, 2, что мы здесь рисовали? 1, 2, 3. Ну, здесь рост объемов выше, индикатор выше попер. Троечка у нас, значит, куда-то летит наверх. Давайте посмотрим, что у нас здесь поменялось. Все по плану идет наверх, но. Ну, в зону мы пришли. Диверов у нас здесь нету. Объема на уровне. Так как в зону мы пришли, стоит быть начеку и смотреть на слабость рынка, если она появится. Но пока все по плану также. Пока идем в расчетной зоне. Вполне вероятно, мы во время коррекции ударимся об уровень и пойдем дальше. По EOS тоже. Так, давайте уж перепроверим, что это у нас здесь за... Ну, расчетная зона для третьей волны была здесь. Мы все по структуре сходили. Но здесь вот изменились условия. И третья волна вполне вероятно пошла на растяжение. Она у нас теперь выше. Куда она конкретно придет, уже можно только догадываться. И вот здесь хорошо совпадает отмеченный наш уровень сопротивления и уровень Fibonacci 2618. Я бы ожидал движения EOS хотя бы вот сюда. Пока следующая ориентировочная зона, куда мы можем дойти, это вот данный уровень.
вполне вероятно, здесь мы получим хорошее сопротивление, откуда можно будет ждать разворота. По иусу пока наверх. Орн. Вот здесь мы летим вниз. Что у нас здесь можно отметить по истории? Эту монету, похоже, я никогда еще не смотрел в рамках YouTube канала. Идем на коррекцию, уже давно, уже несколько недель идем вниз. На дневках мы идем вниз тоже пока. Ну, хотя бы здесь диверов нету на дневке. А это значит, что велика вероятность после того, как мы развернемся, пойти на предыдущий хаи. Вот здесь уже просматривается структура, как 1, 2, 3, 4, 5. Но давайте посмотрим еще и на 4 часах. Да, на 4 часах мы получили побольше информации. Здесь мы получили очень сильно растянутую третью волну. И что по факту видно, это, скорее всего, здесь была завершенная третья волна. Пока так у нас видно. Ориентировочная зона коррекции. Мы уже в ней. Что касается какого-то разворота. Что у нас здесь было видно? Вот здесь был шанс на разворот, но здесь только 3 волны прошло. Это не был заходным импульсом. И здесь мы недостаточно высоко отскочили. Но здесь, судя по структуре и по объему, здесь, скорее всего, еще продолжится коррекция. Нужно наблюдать, смотреть, когда будет заходной импульс. Когда будет заходной импульс, на откате можно брать с расчетом наверх, стоп за основание. Так, фил посмотрим на следующем обзоре. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение о криптовалюте. Всем счастливо и удачной торговли!